Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже, где каждый именитый бренд стремится очаровать или, скажем так, заворожить роскошными модными образами собравшуюся на показе публику, состоялась презентация кутюрной коллекции осень-зима 2022-2023 дома моды Кристиан Диор. Для организации шоу был выбран Парижский музей Родена, где стены зала украсили удивительные картины, вышитые панно с художественными мотивами из разных традиций и культур. Частью калейдоскопа рукотворного искусства стали работы художницы Олеси Трофименко, раскрывающие тему «Древо жизни». Именно эту идею взяла за основу креативный директор марки Мария Грация Кюри. Древо жизни, выбранное кутюрье в качестве центрального символа новой коллекции, присутствует во многих культурах и религиях. И этот факт дизайнер отразила в модных образах, декорациях и на своем мудборде. Кюри уверена, в наше столь непростое время такой знаковый символ возрождения особенно актуален. Он говорит о круговороте жизни и звучит как призыв поддержать устоявшиеся исторические традиции, народные ремесла и творчество. И хоть на мгновение восстановить равновесие в нынешнем неустойчивом мире, чтобы смело и уверенно двигаться в будущее. Да, современному миру нужен баланс. Пока одна часть людей сходит с ума по метавселенным, цифровому искусству и создает собственные аватары, другие ищут смысл жизни в живом общении, ценности ручной работы. Именно ко второй группе как раз и относится Мария Грация Кюри. Кутюрная мода в исполнении дизайнера получилась не кричащей, а очень выдержанной, с элементами нежной романтики и разумной роскоши. На протяжении всего показа виртуозно сохраняется тонкая грань между скромностью и изысканностью, между всем понятной простотой и чем-то богемно высоким. Древо жизни талантливые мастера дома Диор воплотили в модных ансамблях в виде искусной вышивки и кружевного плетения. Ветви, листья, цветы украсили юбки и укороченные жакеты, блузы и пальто, рукава и подолы платьев. Нашлось место в коллекции и для сдержанных монохромных нарядов, а также присутствует неизменная клетка. Силуэты скромные, с длинными юбками и минимум обнаженной кожи. На ногах у девушек благопристойные викторианские ботинки на шнуровке. И подано это все так изящно, деликатно и с минимальным количеством украшений, среди которых я отмечу аккуратные кольца с жемчужинами, резные браслеты и моносерьги. Цветовая палитра коллекции наполнена светлыми натуральными оттенками хлопка и льна, приправлена теплым горчичным, зеленым и красным, приглушенным пурпурным и синим, в том числе традиционными для Dior серым и черным. Мудрость и красота, гармония нежных чувств и кроткий нрав, уважение к прошлому и открытый взгляд в будущее. Такой запомнилась зрителям главная героиня новой кутюрной коллекции. Сегодня дизайнер предлагает отбросить в сторону все лишнее, не погружаться с головой в виртуальность, увидеть истинную красоту даже в самых простых вещах. Кюри предлагает отказаться от напыщенной кутюрной театральности в пользу более земного, но не менее удивительного, талантливого швейного мастерства. Я уверена, в новой модной линейке, друзья, вы заметите немало интересных деталей, мнения которых всем зрителям наверняка будет интересно узнать из ваших комментариев под этим видео. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Приятного просмотра, хорошего дня, всем красоты, синего мирного неба и обязательно только светлого, солнечного настроения.